В этом видео мы разберем одну из возможных причин появления боли в области ягодиц и крестца, связанной с наличием триггерных точек в большой ягодичной мышце. Внимательно ознакомимся с ее анатомией и функцией, а также разберем терапевтические упражнения, при помощи которых можно устранить миофасциальную боль. Всем прекрасного самочувствия, с вами я, Сергей Чернов, и проект SLAV-Yoga. Большая ягодичная мышца Musculus gluteus maximus формирует выпуклую часть ягодицы и является достаточно большой мышцей. Она в 2 раза тяжелее средней и малой ягодичной мышцы вместе взятых. Вверху большая ягодичная мышца прикрепляется к заднему краю подвздошной кости и к заднему гребню подвздошной кости, задней наружной поверхности крестца, боковой поверхности копчика, а по неврозу мышц, выпрямляющих позвоночник, крестцово-бугорной связки и к фасции, покрывающей большую ягодичную мышцу. Внизу примерно 3/4 мышцы, все ее верхние волокна и поверхностные нижние волокна, прикрепляются к широкому сухожильному листку апоневроза, пересекающему большой вертел бедренной кости и объединяющемуся с бедренно-большеберцовым тяжем широкой фасцией бедра. Глубокие нижние волокна большой ягодичной мышцы прикрепляются к ягодичной бугристости бедренной кости. Большая ягодичная мышца при фиксированном корпусе, сокращаясь, принимает участие в разгибании ноги в тазобедренном суставе. При фиксированных ногах она способствует вращению таза назад и разгибанию позвоночника. Большая ягодичная мышца участвует в наружной ротации, вращении бедра. Верхние пучки большой ягодичной мышцы, на рисунке они обозначены красным цветом, участвуют в отведении бедра, а нижние, на рисунке они обозначены желтым цветом, в приведении бедра. Большая ягодичная мышца участвует в боковом наклоне таза, а также в медиальном, внутреннем вращении таза. При ходьбе эта мышца активизируется сразу же после касания пяткой земли и ограничивает стремление к сгибанию в тазобедренном суставе. Большая ягодичная мышца способствует восстановлению равновесия туловища при выставленной вперед ноге и стабилизации таза. Миофасциальные триггерные точки в большой ягодичной мышце отражают боль в области ягодицы и крестца. Первая триггерная точка ТТ1 расположена около крестца и отражает боль в область, расположенную в виде полукруга в непосредственной близости от ягодичной борозды. В верхней части этой области расположен крестцово-подвздошный сустав. Зона боли из этой триггерной точки может также распространяться на прилегающую заднюю поверхность бедра. Ряд авторов также описывают отраженную боль из этой точки в нижнюю часть спины. Вторая триггерная точка ТТ2 встречается наиболее часто и находится чуть выше бугристости седалищной кости. Она отражает боль, распространяющуюся по всей поверхности ягодицы, а также вглубь ее. Еще одной зоной распространения боли из этой триггерной точки является область нижних отделов крестца. Также отраженная боль может уходить латеральнее, вбок, ниже гребня подвздошной кости. В положении сидя на твердой поверхности механическая компрессия данной триггерной точки может вызывать выраженную интенсивную боль, сравнимую с ощущением забитого в кость гвоздя. Третья триггерная точка ТТ3 расположена в наиболее нижневнутренних волокнах большой ягодичной мышцы. Эти мышечные волокна располагаются в непосредственной близости к копчику, в котором и наблюдаются отраженные боли. ТТ3 большой ягодичной мышцы наряду с триггерными точками в копчиковой мышце могут являться источником кокцигодинии или боли в области копчика. Следует отметить, что боль, отраженная от большинства триггерных точек в большой ягодичной мышце, усиливается при ходьбе в гору, особенно если туловище согнуто кпереди. Боли, исходящие из этой мышцы, усиливаются при резком сокращении с укорочением мышцы, например, при плавании кролем. Такая судорожная боль чаще всего возникает в холодной воде. Миофасциальные триггерные точки в большой ягодичной мышце часто активируются при резкой нагрузке, возникающей при падении или потере равновесия, особенно когда мышца подвергается резкому сокращению на фоне удлинения при попытке предотвратить падение. Триггерные точки могут возникнуть или активироваться из латентного состояния в результате непосредственного ушиба мышцы при падении назад. Сон на боку с резко согнутой ногой, расположенной сверху, может привести к длительному перерастяжению большой ягодичной мышцы и активации триггерных точек. Также триггерные точки могут активироваться после введения инъекций различных терапевтических препаратов, поэтому перед проведением внутримышечной инъекции необходимо исследовать мышцу на наличие уплотненных участков и избегать введения лекарственных средств в них. Длительное нахождение в положении сидя, особенно в тех случаях, когда человек частично откидывается назад с выпрямленными коленями, также крайне нежелательно и может вызывать компрессию триггерных точек и ограничение кровотока в мышце. Перегрузку большой ягодичной мышцы и длительное существование
существование в ней триггерных точек может вызывать наклон головы вперед с кифозом грудного отдела позвоночника в положении стоя, при котором усиливается сгибание в тазобедренных суставах. Еще одной частой причиной развития и активации триггеров большой ягодичной мышцы с последующим развитием болевых ощущений в ягодичной области и низа спины является ношение бумажника в заднем кармане брюк, особенно при сидении, когда бумажник в течение длительного времени давит на мышцу. Самостоятельно избавиться от триггерных точек, находящихся в большой ягодичной мышце, можно путем интенсивного механического воздействия с последующим вытяжением пораженных мышечных структур. Оказать механическое воздействие на триггеры можно при помощи большого массажного ролла с последующей работой на массажном мяче. Необходимо найти наиболее плотные и болезненные участки мышцы и воздействовать на них минимум 30-60 секунд. Вытянуть большую ягодичную мышцу можно в любом положении, в котором происходит сгибание бедра в сочетании с внутренней ротацией или без нее. Самым простым упражнением для вытяжения большой ягодичной мышцы является положение лежа на спине с согнутой ногой. Можно использовать как простое однократное вытяжение с фиксацией конечного положения на 30-60 секунд, так и комбинацию с постизометрической релаксацией. Для этого сначала нужно обхватить бедро и согнуть ногу в тазобедренном суставе, дойдя до первой границы натяжения мышцы. Затем на вдохе нужно оказать руками сопротивление мышцам ноги, направленным на разгибание в тазобедренном суставе. А затем с медленным полным выдохом, без усилий со стороны мышц ноги, пассивно переместить бедро к корпусу, добиваясь полного расслабления и вытяжения мышцы. Эту последовательность действий можно повторить несколько раз. Еще одним доступным каждому упражнением для вытяжения большой ягодичной мышцы является положение, при котором стопа со стороны пораженной мышцы выставляется на стул и осуществляется наклон корпуса вперед. Чтобы дополнительно растянуть среднюю и малую ягодичные мышцы, о которых мы поговорим в следующих видео, необходимо произвести эту же последовательность действий, но с отведением колена в сторону и вращением в тазобедренном суставе. В практике хатха-йоги существует огромное количество упражнений, при которых происходит интенсивное вытяжение большой ягодичной мышцы. Например, утанасана, пашчиматанасана, джану-ширшасана, в которой вытягивается большая ягодичная мышца прямой ноги, трианг-мукхайкапада пашчиматанасана, краунчасана, упавиштха-канасана, паршватанасана, тянется большая ягодичная мышца передней ноги, капотасана, большая ягодичная мышца передней ноги растягивается, а задней сокращается, хануманасана или продольный шпагат, в котором большая ягодичная мышца передней ноги растягивается, а задняя интенсивно сокращается, супта падангуштхасана. Вариация вирабхадрасаны. Утхита триконасана. Вытягивается большая ягодичная мышца передней ноги. Париврита триконасана. Передняя нога. Утхита паршваканасана. Париврита паршваканасана. Передняя нога. Париврита артха-чандрасана. Прасарита падатанасана и другие. Спасибо за просмотр данного видео. Если вы не смотрели еще мои видео, посвященные боли в области спины, связанные с триггерными точками в области квадратной мышцы поясницы и подвздошно-поясничной мышцы, рекомендую ознакомиться с ними. Желаю вам прекрасного самочувствия и до новых встреч. Пока!